Приготовьтесь увидеть автомобили, за которые платят десятки миллионов долларов. Их стоимость обусловлена не только техническими характеристиками, но и невероятной исторической ценностью. В этом видео вы узнаете о самых дорогих машинах в мире, включая автомобиль, который держит рекорд по стоимости. А еще вас ждут изысканные формы и уникальные инженерные решения, которые не оставят равнодушными. Ferrari 250. Ferrari 250 GT California Spider. Наверняка вы мечтали о машине, которая сочетает в себе скорость, стиль. Эта легендарная машина была создана в 1957 году итальянской компанией Ferrari, которая до сих пор известна своими роскошными и мощными автомобилями. Машина разрабатывалась специально для американского рынка, и отсюда ее название «Калифорния». Всего на свет появилось 106 экземпляров этого шедевра. Машиной владели многие знаменитости. Например, один из таких счастливчиков был Джеймс Коберн, знаменитый голливудский актер, обладатель Оскара. Он был настолько очарован этой машиной, что приобрел ее в 1964 году и долгое время наслаждался каждой поездкой. Огромный ажиотаж вокруг Ferrari 250 GT California Spider был и остается активным до сих пор. Например, в 2008 году эта машина была продана за астрономическую сумму – почти 11 миллионов долларов одному из топ-менеджеров Microsoft. Что касается последнего владельца, то эта информация обычно сохраняется в секрете. Но известно, что коллекционеры всего мира продолжают обмениваться редкими экземплярами Ferrari 250 на частных аукционах. Машина все так же привлекает внимание своими аэродинамическими линиями и суперкарскими моторами. Хотели бы владеть таким автомобилем? Alfa Romeo 8 C2900B Lunga Spider. Каково это – обладать машиной, которая является не просто средством передвижения, а настоящим произведением искусства? Я про автомобиль Alfa Romeo Lunga Spider. Этот красавец был создан в 1939 году итальянской компанией Alfa Romeo. За разработкой модели стоял инженер Витторио Яно. Изначально Alfa Romeo 8C создавалась как гоночный автомобиль. Машина достигала максимальной скорости 180 км в час, что было впечатляющим показателем для тех времен. Она также участвовала в нескольких известных гонках, включая легендарную Миле Миглия. Однако ее элегантный кузов сделал ее также роскошным авто и для повседневного использования. Но даже если у вас и завалялось где-то 20 миллионов долларов, то вам ее навряд ли удастся найти. Она была произведена в очень ограниченном количестве. В мире существует всего лишь 12 экземпляров этой модели, хотя в 2016 году одна из моделей Alfa Romeo Lunga Spider была продана на аукционе за рекордные 19,4 миллиона долларов. Ее новым владельцем стал коллекционер автомобилей, имя которого не разглашается. Хотели бы прокатиться на такой редкости? Duesenberg SSJ. Представьте себе автомобиль, который создавался специально для кинозвезд и стал воплощением роскоши и скорости. Тогда я вас познакомлю с Duesenberg SSJ. Автомобиль был произведен в 1935 году прошлого столетия, году американской компании Duesenberg. Примечательно, что основатели компании братья Фред и Оги Дюзенберги были самоучками, но, несмотря на это, их мастерство было исключительным. Их болиды, собранные вручную, одерживали победы на гонках Индианаполис 500 в 24-м, 25-м, в 27-м годах 20 века. Модель Duesenberg SSJ является одной из самых легендарных и редких машин. Ее разработка была целиком направлена на создание автомобиля для избранных. В общей сложности было выпущено всего 2 экземпляра этой модели, что делает их поистине эксклюзивными. Один экземпляр принадлежал Гэри Куперу, а другой – Кларку Гейблу, которые являлись иконами Голливуда техля. Один из самых удивительных фактов о Duesenberg SSJ – это его невероятная мощность. Машина была оснащена 8-цилиндровым двигателем объемом 6,9 литра, который позволял развивать скорость до 225 км в час. Это была сумасшедшая цифра для середины 30-х годов. Что касается последних владельцев, то один из экземпляров Duesenberg SSJ был продан на аукционе в 2018 году за невероятные 22 миллиона долларов. Новый владелец предпочел остаться в тени, но известно, что машина сейчас находится в частной коллекции. Вторая модель, принадлежавшая Гейблу, также нашла своего покупателя среди коллекционеров, ослепительно красив, но и обладает гоночным духом, который захватывает с первого взгляда. Этот красавец был создан британской компанией Jaguar в 1955 году и предназначался для участия в гонках.
Представляете, разрабатывался он специально для того, чтобы победить в легендарной гонке 24 часа Лемона. И не прогадали. Модель была настолько успешной, что выиграла эту гонку 3 раза подряд. Знаете, этот автомобиль невероятно редкий. Всего было выпущено 87 экземпляров Jaguar D-Type. Основная фишка этой модели – ее аэродинамический дизайн. Обратите внимание на характерный килевый задний стабилизатор, который придает автомобилю еще больше устойчивости на больших скоростях. Автомобиль был оснащен двигателем на 3,4 литра и 6-цилиндровым мотором, который мог разгонять машину до 280 км в час. Для середины 50-х годов это была бешеная скорость. Один из самых известных владельцев Jaguar D-Type был Стив МакКуин, легендарный актер и автогонщик. Он участвовал на ней в многочисленных гонках и даже использовал ее в нескольких своих фильмах. В 2016 году один из экземпляров Jaguar D-Type был продан на аукционе за умопомрачительные $21 780 000. Известно, что автомобиль все еще в отличном состоянии, и его можно увидеть на различных автомобильных выставках и мероприятиях. Остальные экземпляры также разошлись по частным коллекциям и музеям, продолжая радовать своих владельцев. Ну как вам автомобиль? Впечатляет Ferrari 290 ММ. Закройте глаза и представьте. Грохот двигателя, свист ветра и яркий красный болид, летящий по трассе. Это не что иное, как Ferrari 290 ММ 1956 года. Легенда в мире гонок, созданная в мастерской Энцо Ferrari. Машина была разработана специально для участия в гонках Миля Миглия. Обратите внимание, что заглавные буквы этих гонок красуются в аббревиатуре автомобиля. Всего было выпущено только 4 экземпляра Ferrari 290 ММ. Автомобиль оснащен 3,5-литровым двигателем V12 мощностью 320 лошадиных сил. Взгляните на внешний вид автомобиля. Это настоящее произведение искусства, сочетающее в себе грацию и агрессию. Один из самых известных владельцев этой модели Ferrari – легендарный гонщик Хуан Мануэль Фанхио, который за рулем этого автомобиля выиграл множество гонок. Кстати, несмотря на то, что автомобиль участвовал в гонках до 1964 года, он ни разу не попадал в аварии. Последний раз один из экземпляров Ferrari 290 ММ был продан на аукционе в 2018 году за невероятную сумму в более чем $22 миллиона. Его новым владельцем стал коллекционер, имя которого держится в секрете. Хотели бы посидеть за рулем этой легенды? Ferrari 335 Sport Scaglietti. Еще один представитель компании Ferrari, но не менее уникальный автомобиль Ferrari 335 Sport Scaglietti. За его рулем сидел сам Стирлинг Мосс, легенда и ветеран автоспорта. Ferrari 335. Sport Scaglietti – машина, которая поражает своей мощью и стилем. Созданная в 1957 году, эта модель сразу стала легендой. Энцо Феррари, основатель компании, хотел создать автомобиль, который был бы не только быстрым, но и элегантным. По сравнению с Ferrari 290 ММ, Sport Scaglietti имел более мощный двигатель и был ориентирован на более высокие скорости. У Ferrari 335 Sport Scaglietti под капотом был двигатель V12 объемом 4,1 литра, и это позволяло ей развивать скорость до 300 км в час. Всего было выпущено 4 экземпляра этой модели. Одним из самых известных владельцев Ferrari 335 Sport Scaglietti был знаменитый британский гонщик Майк Хоторн. Он ценил эту машину за ее мощь и управляемость и не раз показывал выдающиеся результаты за рулем этого авто. В 2016 году один из экземпляров машины был продан на аукционе за ошеломляющие €32 миллиона неизвестному покупателю. Но ходят слухи, что владельцем этого болида стал известный футболист Лионель Месси. Если это действительно так, то данный автомобиль стал самой дорогой машиной, приобретенной футболистом. Неплохая покупка, не правда ли? Bugatti Type 57 SC Atlantic. Этой машиной владел известный британский банкир Виктор Ротшильд. Чем же она его заинтересовала? Автомобиль можно сравнить с произведением искусства из далекого будущего, созданный в прошлом веке. История этой машины началась в 1936 году. Разработал ее легендарный дизайнер Жан Бугатти. Сын основателя компании Ettore Bugatti, Жан мечтал создать что-то по-настоящему особенное, и ему это удалось. Всего было выпущено лишь 4 экземпляра Bugatti Type 57 SC Atlantic. Автомобиль выделяется своим уникальным дизайном. Обтекаемые линии кузова, характерный гребень на крыше и капоте, выполнены из легкого алюминиевого сплава. Для своего времени машина была образцом передовых технологий автомобилестроения.
Двигатель объемом 3,3 литра с механическим компрессором выдавал мощность в 170 лошадиных сил и позволял разгонять машину до 190 км в час. Такую машину могли позволить себе только очень обеспеченные граждане. Один из первых владельцев этой модели стал известный британский банкир Виктор Ротшильд. В 2010 году Bugatti был продан на аукционе. Сумма сделки оценивается в 42 миллиона 800 тысяч долларов. Предположительно, автомобиль был приобретен коллекционером Питером Малином для его личного музея ретромобилей в Калифорнии. Скажите, а что вы чувствуете, когда смотрите на эту машину? Ferrari 250 GTO Berlinetta. Представьте, что вы находитесь в мире, где красота и мощь автомобиля сливаются в одно целое. Этот мир принадлежит легендарному Ferrari 250 GTO Berlinetta. Болид был разработан в начале 1960-х годов инженером Джотто Биззарини и дизайнером Серджио Скальетти. Мастера работали над тем, чтобы машина не только выглядела потрясающе, но и оставалась одной из самых быстрых на гоночных трассах. Всего было выпущено 36 экземпляров этой модели. Машина оснащена 3-литровым двигателем V12, который позволяет развивать скорость до 280 км в час. Это настоящий гоночный монстр, который побеждал в самых престижных гонках своего времени. Одним из знаменитых владельцев Ferrari 250 GTO Berlinetta был барабанщик группы Pink Floyd Ник Мейсон. Он приобрел этот автомобиль еще в 70-х годах прошлого века, и она оставалась его жемчужиной долгое время. В 2018 году один из экземпляров Ferrari был продан на аукционе за рекордные 70 миллионов долларов. Новым владельцем стал бизнесмен Дэвид Макнил, который является большим поклонником и коллекционером классических автомобилей. Каждый раз, когда видите Ferrari 250 GTO, знайте, что этот автомобиль – символ скорости, стиля и побед. Приобрели бы себе этот автомобиль Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe. История этого автомобиля начинается в 1955 году. Он был создан выдающимся инженером Рудольфом Uhlenhaut'ом, который работал в компании Mercedes-Benz. Это невероятно редкий автомобиль, потому что всего было выпущено 2 экземпляра. Uhlenhaut создал этот автомобиль как дорожную версию гоночного Mercedes-Benz 300 SLR, который прославился в гонках, таких как 24 часа Ле-Мана. Дизайн Uhlenhaut Coupe поражает уникальностью. Дверцы в форме крыльев чайки, которые поднимаются вверх, придают автомобилю футуристический вид. Под капотом скрывается мощный двигатель, который позволял развивать скорость более 290 км в час. Это было поистине невероятно для того времени. Автомобиль принадлежал самому Рудольфу Uhlenhaut'у, который использовал его как личный транспорт. После его ухода на пенсию Uhlenhaut Coupe стал частью коллекции Mercedes-Benz. В мае 2022 года один из экземпляров был продан на аукционе за рекордные 135 миллионов долларов, став самым дорогим автомобилем в истории. Имя покупателя не разглашалось. Сегодня он находится в частной коллекции, и только избранные могут его увидеть. Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe – это не просто автомобиль, это часть истории автоспорта, символ инженерного мастерства и эстетического совершенства. Хотели бы оказаться за рулем такого чуда и почувствовать себя частью легенды? Друзья, вы увидели одни из самых уникальных автомобилей в истории. Производители, возможно, и не предполагали, что стоимость этих машин вырастет до невероятных размеров, и они войдут в коллекции самых богатых людей планеты. Нельзя не признать, что эти автомобили действительно стоят своих денег. Их изысканные формы поражают своей изящностью и уникальностью, а инженеры удивляют широтой своей фантазии. Вы тоже можете проявить фантазию и творчество, если присоединитесь к нашей команде. Если вы владеете навыками монтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании.